Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как сплести вот такую вот корзиночку, лукошечко вот такое, которая очень популярна сейчас, эта модель в масс-маркете, таких как Zara Home, H&M Home. Вот эти модели очень популярны. Они, конечно, у каждого свой дизайн, но я вот решила его перенести вот в такую вот форму, интерпретировать по-своему немножечко. Плюс сплела вот такую вот ручку витую. В общем, в этом видео я подробно расскажу, как состыковать веревочки и как сплести вот такую вот популярную модельку корзиночки. Если это вам интересно, оставайтесь и смотрите полное видео. Итак, приступим к выплетанию дна. Дно у моей корзиночки овальное, поэтому для того, чтобы сплести овальное дно, мне понадобятся две увлажненные трубочки, которые я вот так вот перекрещиваю между собой и подставляю в середину одну трубочку-стойку, будущую. Таким образом я формирую вот каркас для овальной корзины. Расстояние между стоечками приблизительно сантиметр, может быть полтора, не больше. То есть плетение будет частым. Мне вот именно в этой корзинке захотелось именно так попробовать, но расстояние между стойками вы можете взять, какое вам нравится, в принципе. Главное, чтобы трубочки были хорошо увлажнены. И вот таким вот образом, подставляя и перекручивая, я буду выплетать первый ряд. Еще буквально пару стоечек я введу в плетение и начну оплетать уже по кругу. Таким образом у нас формируется овальный рисунок. Итак, вот последнюю трубочку, стойку я добавляю. Беру две увлажненные трубочки, наращиваю их между собой. Смотрите, что когда вы будете вводить вот эти рабочие трубочки, чтобы стык наращивания приходился на заднюю часть, на дно, чтобы не было видно с лицевой стороны. Итак, вот я ввела рабочую трубочку и начинаю оплетать веревочкой из двух по кругу. То есть сначала я вот так вот проплетаю все стоечки. Дальше вот у меня последняя стоечка идет стенки. Так, я проплела. Теперь я вот эти вот две трубочки как бы соединяю и оплетаю одним шагом, да, то есть одной вот этой вот веревочкой. Разворачиваюсь и иду дальше по кругу. Также все по одной стоечке каждую оплетаю. Только вот на развороте мы вот эти вот две трубочки захватываем как одну. Так, вот проплела, подхожу уже практически к концу. Так, наращивание выполняйте за стойками, чтобы их с лицевой части не было видно. Срезайте кончики и наращивайте на полимерный клей. Так, вот здесь с этой стороны я вот эти вот две стоечки также оплетаю одним стежком, одним шагом, да, то есть соединяю их не по отдельности, а вместе проплетаю. Так, все, иду на второй круг. Таким образом я вот буду оплетать, пока мне не понадобится добавлять стойки боковые вот сюда на развороте в каждый угол. Так, сейчас мы подошли к угловой стойке. Ее надо уже добавлять, так как расстояние уже приличное. И чтобы не было большого стежка, надо добавлять вот боковую стойку. Для этого я подрезаю кончик до того момента, где трубочка прям такая уже твердая, плотная становится. И вставляю прям в плетение аккуратно ее.
так, чтобы вот она прямо упиралась. Оплетаю вот эти вот стоечки посередине одним также шагом, то есть я их не раздвигаю по отдельности, не оплетаю, а вместе. И добавляю точно так же с другой стороны еще одну стоечку. Здесь будьте внимательны, потому что плетение еще не зафиксировано, и на первом круге эти боковые стоечки могут вылететь. Поэтому аккуратно, крайне-крайне прямо осторожненько плетите, чтобы вот они никуда не выскочили. Так, здесь в этом углу я делаю то же самое. Я подставляю еще одну боковую стойку в плетение. Также подрезаю кончик и вставляю. Оплетаю вот эти вот две центральные, пока еще вместе стоечки. И добавляю последнюю, четвертую угловую трубочку, э, такую вот, которая будет служить в дальнейшем нашей стенке. Сейчас уже на втором кругу плетения у нас стоечки вот эти добавочные все зафиксируются, и уже можно будет не переживать, что они выскочат. Поэтому пока плетите крайне аккуратненько, уделяйте особое внимание, что вот длина трубочек боковых намного длиннее длины стоечек. Поэтому аккуратно, аккуратно, чтобы оно не выскочило. Ну, в принципе, если выскочит, верните это все на место и постарайтесь. Можете для надежности капнуть клеем в это место. Или же немного вот так вот в трубочку саму добавочную выставить вперед, то есть поверх плетения проплести пару рядков и подтянуть ее немного. Так, на этом кругу я уже оплетаю каждую стоечку, вот эту центральную, по отдельности. Расстояние уже большое между стойками, и это позволяет мне оплести каждую стоечку по отдельности. Так, захватываю все боковые и проплетаю свои основные трубочки. Таким образом у нас все добавочные трубочки зафиксируются и раздвинутся центральные трубочки, стоечки. Сейчас я шилом раздвину кармашек и добавлю по еще одной стойке в каждый вот этот вот кармашек. То есть вот сюда вот к серединным я добавлю и оплету вот эти двойные стоечки обычной веревочкой из двух. Так, вот сюда в боковую я тоже сразу, чтобы потом не возвращаться к этому моменту, добавлю по еще одной стоечке. И спустя пару кругов уже буду плетать их по отдельности. Так, пока все то же самое. То есть, когда будет нужно, я буду расширять кармашек и добавлять трубочки и проплетать веревочкой из двух по кругу. Сейчас вот я как раз подошла к тому моменту, когда нужно раздвигать эти двойные стоечки и оплетать по одной. Смотрите, чтобы расстояние было между стоечками одинаковое, следите за этим,
чтобы вот как они идут в основные стойки, да, то есть расстояние сантиметра полтора, и вот боковые должны выдерживать такое же расстояние между друг другом. Все короткие стоечки я наращиваю и проплетаю веревочкой дальше по кругу. Вот опять вот здесь вот я подхожу к двойным стойкам, раздвигаю их шилом, они прям легко раздвигаются, когда вот такое вот тоже расстояние приличное между стойками. И оплетаю каждую стоечку по отдельности. Так, я уже доплела до нужного размера мне донышко, то есть такое донышко мне вполне устраивает, поэтому обрезаю рабочие трубочки и прячу их к стойкам. Так, сейчас я буду поднимать свои стоечки веревочкой из 3 прямой. Для этого я вот беру 3 увлажненные трубочки и заводя и поднимая стойку, то есть вот я положила трубочку, подняла стойку. И вот так все 3 таким образом рабочие трубочки я ввела в плетение. Сейчас я буду плести прямую веревочку из 3. Для того, чтобы сплести прямую веревочку, я беру крайнюю левую трубочку рабочую, завожу над 2 другими рабочими трубочками и увожу ее за 3 стойку. Стойку поднимаю, и таким образом у меня происходит вот один стежок моего плетения. Опять беру крайнюю левую, завожу над 2 рабочими, за стойку, стойку поднимаю. Это и есть схема прямой веревочки из 3. Таким образом я подниму все стоечки на стенку своей будущей корзинки. Вот, ничего абсолютно не меняю. Вот так же я буду плести по кругу до момента, когда нужно будет стыковать ряд. Вообще веревочка из 3 очень красиво смотрится, когда расстояние между стойками небольшое, то есть когда оно маленькое. Тогда вот веревочка, она такая прям частая и имеет ярко выраженный рисунок характерный. Мне прям очень нравится вот плести именно веревочкой из 3 на небольшом расстоянии. Итак, между стойками, конечно. Так, вот сейчас я подхожу к первому своему стежку, то есть откуда пошла первая рабочая трубочка на первую вот волну, да. Так, для того, чтобы состыковать ряд, мне нужно взять крайнюю правую, то есть я вот эти кончики сейчас немножко подрежу, чтобы они не мешали, кончики вот от начала трубочек, они у меня сейчас в плетение все уйдут. Так, чтобы состыковать ряд, я беру крайнюю правую трубочку, не крайнюю левую, как бы если бы я продолжала идти, а крайнюю правую. Так, вот это первый стежок, и для этого не левую, а правую. Отсчитываю 3 стоечки, и за 3 стоечку я ее завожу. Вот таким вот образом. Вывожу наперед рабочую трубочку. Теперь дальше я беру следующую крайнюю правую, опять отсчитываю 3 стоечки и завожу за 3 стойку. Вот так. Таким вот образом. И беру последнюю
трубочку также за 3 стойки и вывожу наперед. Таким образом у нас рисунок полностью состыковался. Вот, как вы видите, схема полностью сошлась. Все трубочки, которые были в начале, я их сейчас аккуратно спрячу в плетение, подровняю, и их видно не будет. Можете их, в принципе, вывести назад и обрезать, или подклеить, там, как вам удобно. Я их обычно в плетение прячу. Сейчас я буду плести обратную веревочку. Для этого я беру крайнюю левую трубочку и завожу не над двумя рабочими трубочками, как до этого, а под двумя рабочими трубочками за третью стойку. Вот сочетание прямой и обратной веревочки дают такой вот интересный эффект косички или вязаный эффект. Ну, мне нравится. Особенно на вот таких вот стойках, когда расстояние между ними маленькое, оно прям смотрится очень красиво. Опять-таки вот беру крайнюю левую под 2 рабочие трубочки за третью стойку. Это и есть схема обратной веревочки. Так, я сейчас подойду к моменту, где я начинала плести, чтобы вам показать, как состыковать обратную веревочку. Итак, для того, чтобы закрыть ряд обратной веревочки, я беру так же, как бы если бы я бы продолжала крайнюю левую, завожу ее за стойку, то есть под двумя, и за третью стойку, но вывожу ее назад, не вывожу рабочую трубочку вперед. Теперь я беру следующую левую трубочку и уже ее завожу под вот один стежок, то есть под одну трубочку, вот прям посмотрите, и также увожу за стойку. Следующую трубочку, третью, последнюю, я уже прячу вот сюда, вот под 2. Тут немножко не видно, но вот сейчас вы поймете. Вот под 2 стежка, под 2 волны, но вы прям увидите, куда это вот надо по ходу плетения. И все трубочки я оставляю сзади. Вот таким образом у нас состыковывается обратная веревочка. Теперь, если вы хотите продолжать, выводите рабочие трубочки наперед и продолжайте плетение. Мне дальше для моего плетения надо будет только 2 рабочие трубочки, поэтому третью я вот так обрезаю, чтобы она мне не мешалась, а потом уже по окончанию плетения я этот кончик спрячу. Дальше я буду продолжать ряд обычной веревочкой прямой из 2. То есть, ну, обычная стандартная веревочка из 2. Чтобы состыковать прямую веревочку из 2, вот последний стежок вы проплетите ситцем. Таким образом у вас закроется ряд. Вот обычным ситцем, то есть не перекрещивая, а просто по прямой. И вот дальше уже можете продолжать плести или менять рисунок. Ряд у вас состыкован. Дальше мне плести уже не надо будет этими трубочками, поэтому я их аккуратно подрежу и спрячу вот сюда вот в плетение к стойкам. Для этого я вот так расширю кармашек возле стоечек, подрежу аккуратно трубочки под острым углом и эти трубочки запрячу прямо к стоечкам. Все, мне больше не надо будет проплетать нижние ряды. Я сейчас донаращу стойки, где это надо, и уже буду оплетать первый круг своей веревочки из 3. Сейчас я буду вводить в работу 3 рабочие трубочки увлажненные. Я буду проплетать вот первый ряд веревочкой из 3. Мне веревочка из 3 больше нравится, чем веревочка из 2. Так она смотрится и объемнее, и как бы плести и цеплять вот эти вот сами рабочие трубочки проще. Они вот прям сразу так ложатся хорошо и друг друга поддерживают. Так, смотрите, здесь очень важно момент натяжения. То есть, когда вы проплетаете, делаете один шаг или стежок, как я вот говорю,
вы прям трубочку должны натягивать нижнюю, когда вы ее заводите за стоечку, то есть контролировать вот этот вот процесс натяжения, чтобы стойки у вас никуда не ушли, ни вправо, ни влево. Следите за тем, чтобы они обязательно были ровные. Тогда плетение будет максимально красивым. Вот сразу поправляйте какие-то неровности, потому что потом оно вот, если ляжет так, то все, оно как бы все равно как не исправляй, а трубочка уже и стойка все равно будет клониться в первоначально заданную траекторию, поэтому следите за этим. Также здесь очень важно, чтобы трубочки расстояние между, точнее, высота трубочек была везде одинаковая. Тоже за этим стоит следить. В принципе, если вам тяжело это контролировать, вы можете вырезать по всему вот периметру, да, по всей окружности, взять одну высоту, то есть картон или бумагу, вырезать полоску одной высоты и прям вот ситцем продеть по всему плетению и уже как бы сверху оплетать вот этой веревочкой из 3, чтобы везде была одинаковая высота. Ну или же контролируйте высоту своей линейкой, тоже как вариант. Главное, чтобы вот высота везде была одинаковая. Также здесь стойки могут закручиваться по кругу, поэтому при плетении вы прям, если видите, что у вас вот стойки наклоняются, вы прям вот берите, вот так, сейчас я вам покажу, прям вот натяните на себя в обратную сторону, и стойки все, в принципе, выровняются. Прям вот так вот их берите и возвращайте. В принципе, здесь вот как я сейчас соединю ряд, закрою, состыкую, тут уже можно будет тоже так же вот по спирали выровнять все стоечки, если они наклоняются у вас. Так, вот сейчас я подхожу к закрытию ряда. Здесь уже вот прям совсем чуть-чуть. Осталось буквально 1-2 шажка. Здесь я закреплю прищепкой, чтобы вот это вот у меня не убегала никуда рабочая трубочка. Ряд я закрываю точно так же, как я показывала до этого, то есть закрытие ряда прямой веревочки из 3. Все ненужные кончики я вот аккуратно подстригаю их, состригаю, убираю, чтобы они не торчали. Так, дальше мне не нужны вот такие вот длинные рабочие трубочки. Все, я их так подрежу и уберу назад за стойки рабочие трубочки. Потом, как оно все подсохнет, а может и после грунтовки, я их уже подрежу и спрячу в плетение. Так, вот у меня первый такой вот первый этаж, первый ярус, первая веревочка из 3 сплетена. Так, дальше я беру и делаю то же самое уже чуть выше. Это будет второй ярус, вторая ступенька, да, или как второй круг, не знаю. Сначала я донаращу вот здесь короткие стоечки, заменю их на длинные увлажненные. Вот, и буду сейчас плести веревочкой из 3. В принципе, все то же самое, что делали до этого. Итак, я проплела третий круг прямой веревочкой. Сейчас я плету обратную веревочку из 3. Это уже у меня последний третий круг веревочки был. И сейчас это у меня уже будет завершение плетения, поэтому я не буду останавливаться. Подробно я уже рассказывала, как закрывать прямую и обратную веревочку. Вот ряд прямой веревочки я сплела ряд обратной веревочки и сплела еще третий ряд прямой веревочки. Теперь я подрезаю все сухие стойки, добавляю с каждой правой стороны увлажненные для того, чтобы выполнить загибку. Загибка у меня будет разгаз за 3 прута. Она полностью повторяет, вот если сбоку смотреть, рисунок
веревочки. Поэтому разгаза 3 прута была выбрана вот в качестве загибки. Итак, я беру одну стоечку, убираю ее, завожу за соседнюю вниз, вторую стоечку и третью. Я резервирую место, чтобы потом состыковать. Теперь беру крайнюю левую, завожу за стоечку свободную, подрезаю и накрываю соседней стойкой. Опять беру крайнюю левую, завожу за стойку, подрезаю и накрываю соседней. Таким образом я проплету все стойки. Это и есть принцип разги за 3 прута. Ну и в принципе за 4, за 5 все точно так же. Просто там нужно будет внимательнее быть, когда вы будете состыковывать, закрывать свою загибку. Итак, я подошла уже к месту закрытия ряда. Так, я беру вот предпоследнюю. Убираю свою зарезервированную трубочку. Вот сюда вот подрезаю и по рисунку накрываю соседней стойкой. Так, у меня осталось 3 последних. В принципе, я обычно без вот этих вот дополнительных стоек обхожусь. Ну, наклоняю корзиночку, и там прям видно, куда нужно идти. Но вот эти вот стоечки нам сейчас помогут. И стыкую прям по рисунку. Беру вот стоечку крайнюю левую и смотрю, куда она должна идти. Вот здесь мне как раз-таки эти стоечки помогают, очень резервные. Так, ну если наклонить корзинку, вы прям видите, где у вас, куда должна идти трубочка, чтобы у вас состыковался рисунок. Итак, все. Ряд я состыковала. Вот здесь вот она не хочет немножко проходить. Подрежу кончик, чтобы он был более плотный и протаскивался легко. Так, все, подрезаю последнюю стоечку. И вот эти вот кончики аккуратно в плетение убираю, чтобы их не было видно и они не торчали. Вот, в принципе, и все. Разгаз стыковано, и теперь можно выплетать ручки. Так, но еще один момент. Вот здесь вот я хочу, уже плетение подсохло, и его можно спрятать. Я буду прятать все кончики в плетение. Можете их подклеить и вообще не париться о том, чтобы их в плетение куда-то спрятать. Но я их вот так одну под другую спрячу друг с друга в плетение. Итак, все остатки, которые кончиков торчащие, которые смогла спрятать, я спрятала. Остальные, то, что не удалось, я после грунтовки обрежу и аккуратно в плетение уберу. Итак, выравнивать корзинку я буду также после грунтовки. То есть в момент, когда я прогрунтую и корзинка будет влажная, я все подровняю, потому что сейчас смысла нет, я все равно буду ее крутить, вертеть, и плетение все равно будет шататься. Так, я беру, наращиваю 2 трубочки вместе, делаю одну такую длинную дугу. Теперь с 2 сторон отмечаю стойки одинаковые, то есть я знаю, что вот здесь и вот здесь у меня будут точки, это одинаковые стойки, то есть противоположные. Подрезаю под острым углом вот эти вот свои 2 нарощенные трубочки и вставляю в расширение, то есть вот в этот кармашек, который я расширила. Вот расширяю с этой стороны. Осторожнее с шилом. Шило острое у меня, по крайней мере, уж точно. И вот в этот кармашек прям добавляю вот еще немного места. И туда вот у меня пойдет кончик вот этой вот трубочки, основы. Ее я буду оплетать. Вообще вот такая ручка оплетается одной длинной рабочей трубочкой. То есть берется одна трубочка, и ей начинается оплетание. И по ходу плетения ее постоянно наращиваешь. То есть она получается одна длинная такая трубочка. Так, сейчас я вот эту вот основу, она прям у меня что-то ни в какую не хотела входить, подрезаю и прям плотно-плотно вставляю ее по всей длине, чтобы она не выскочила. Ну, хорошо, по крайней мере, села, чтобы ее можно было оплетать и не переживать, что она выскочит. Так, наращу сразу 2 рабочие трубочки, которыми буду плести. Вот, в качестве основы вы можете взять все что угодно. Вы можете регулировать толщину, то есть взять несколько трубочек, можете взять провод или, не знаю, толстую проволоку, все что угодно, в общем. Сейчас я вот наращиваю трубочку, вставляю вот сюда рабочую трубочку прям к основе.
И вот так вот одной трубочкой я буду по спирали потихоньку оплетать вот эту вот свою основу. Наращивая, стараясь так, чтобы место наращивания приходилось под стойку, вот это вот как раз таки под основу, чтобы с внешней стороны ее видно не было. На полимерный клей все так же, как при плетении. Кончик подрезаю, с другой стороны беру трубочку тоже под острым углом, разглаживаю ее, делаю бороздку, складываю пополам и наращиваю. Вот, и нарастила и оплетаю дальше по спиральке. Вот так веду трубочку. И сейчас опять мне придется наращивать. Вот, конечно, когда такая вот длинная ручка, очень часто приходится наращивать. Как бы, когда плетешь, оно не так заметно. Но вот первый стежок, он у меня, сейчас я наращу, покажу вам. Трубочку наращу, и первый стежок у меня идет под все плетение. Вот так вот протянула, получается, с внешней стороны на внутреннюю и обратной делаю разворот и обратно вокруг основы укладываю. Так, с этой стороны я вот подошла, опять-таки, опять нарастила, немножечко протянула в руках, чтобы это была послушная трубочка рабочая и пластичная. И вот опять наращивать. Так и будет сейчас все наращивание, наращивание, наращивание. Так, с этой стороны делаю все то же самое. То есть действия с двух сторон, они одинаковые. То есть если я с той стороны пропустила под всем плетением первый виток, значит и с этой стороны будет то же самое. Так, вот второй виток у меня, второй разворот. Я его уже буду ложить под один ряд. То есть вот здесь я вот укладываю и смотрю, вот сюда вот под первый ряд у меня идет, я приблизительно смотрю так, где у меня будет наращивание. Отмечаю это место шилом, подрежу и, в принципе, протяну. Там будет сразу вот это место стыка уходить в плетение, и его видно не будет. Вот опять-таки вот под первый, так, под первый ряд и возвращаюсь вот таким вот образом, начинаю ввести обратно рабочие трубочки. Вот с этой стороны все то же самое проделываю. Все абсолютно симметрично. Соблюдайте, чтобы у вас вот эти вот витки, смотрите, ложились аккуратно. Здесь зачастую вот во время плетения тяжело сориентироваться, потому что кажется, что пошло все в разнобой, но когда вы проплетете прям несколько рядов, вы увидите, что у вас трубочки ложатся по определенному рисунку. И в конечном итоге это будет такая витая целая ручка. Так, каждый следующий разворот я буду подниматься на один ряд. То есть, если я первый ряд охватывала все рядки, то есть под плетением, второй ряд у меня шел под первым рядом, да, второй вот разворот у меня шел под первым рядом, третий разворот у меня идет под вторым рядом, соответственно, третий, четвертый разворот у меня будет под третьим рядом. Так, все аккуратно, аккуратно. Если у вас трубочка не слушается, прям протяните ее в руках, помогайте себе шилом, можете прям трубочку на шило нанизывать и протаскивать трубочку вместе с шилом, тогда вам будет более удобно. Или можете присыпать, в принципе, трубочки тальком присыпать во время такое вот плетения, протягивания. Тальк помогает скользить трубочки, особенно если это вот влажное все. Очень удобно. Так, и возвращаюсь обратно в другую сторону. Там все я делаю прям точно так же симметрично. Так, последний виток, смотрю, куда он у меня ложится. Так, последний у меня идет разворот. Он у меня трубочка ложится, получается, наоборот, с внешней на внутреннюю сторону идет. Так, вот, протягиваю. Здесь вы можете, конечно, уже подкрутить, закрутить, контролировать натяжение. Вот видите, последняя вот эта вот трубочка, она прям ложится в то место, которое специально прям для нее отведено. Вот таким вот образом по спиральке укладывается трубочка. Вот. Ну, я плела не так, не очень-очень плотно, поэтому ручка такая у меня здесь более свободная.
воздушная получилась, вы можете прям плотно укладывать, или же можете вот так не спускаться на рядки, а просто вот на одном ряде все эти развороты выполнять. Ну, тут, в принципе, уже как вам нравится. Так, и свой самый последний разворот я вот выполняю под последним рядом. Это у меня уже получается 5 рядов. Да, я 5 рядов выполняла разворотов. 5 разворотов у меня было. Так, вот последний виточек. Я его аккуратненько укладываю, чтобы все у меня ложилось так, как надо. И веду обратно. Или, в принципе, если вы не хотите вести обратно, можете уже его спрятать в плетение. Я вот так немного разверну. И вот туда в плетение прячу кончик. Все. Ручка у меня сплетена. Опять-таки повторюсь, когда все полностью корзину прогрунтую, я ее уже буду выравнивать. В процессе грунтования наступает такой момент, когда корзина начинает схватываться, застывать. Именно в этот момент нужно все подтянуть, везде все выровнять, распрямить. В принципе, если вы посмотрите в начале видео, у меня корзина, она вся прямая, то есть все, нету никаких перекосов, нету никаких волн, корзинка полностью прямая. Надеюсь, вам это видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, я вам отвечу. Всем пока!